UFC Сакраменто, Роман Долидзе, Рене Деридер. Роман, Гамарджоба. Гамарджоба. Новый вес, точнее старый новый вес. Старый новый вес, правильно. Как пришел к этому решению и когда? Ну, я не после Марвина, а во время Марвина, вот последний второй бой, который я с ним провел, очень была тяжелая весогонка. Я не могу сказать, что мне тяжело делать вес, но я заметил, что когда я набираю вес обратно, я не могу восстановиться так же хорошо, как я восстанавливался раньше. Поэтому я принял решение гораздо правильнее для своей карьеры, для того, чтобы она была длиннее, дольше, поменять весовую категорию, поберечь свое здоровье. Я себя чувствую действительно гораздо лучше. Вот перед Виторией, как раз таки в Вегасе, когда ты дрался, я у тебя спрашивал, почему ты в этот раз не играл в шахматы. Да. Ты сказал, что когда ты дерешься в среднем весе, тебе сложнее думать, когда ты гоняешь вес. В этот раз у меня счет, рейтинг гораздо выше, чем тогда, и не могу сказать, что тяжелее играть. Не думаю, послезавтра будет тяжелее, более такая будет тяжелая диета, но сейчас я играю до сих пор. Если не секрет, сколько тебе гонять и до какого вообще уровня ты планируешь восстановиться? Я буду гонять приблизительно 7 килограмм, и я думаю, минимум 7 обратно я восстановлю. На прошлой неделе Ислам Махачев, который защищал свой титул в новом весе, он сказал такую фразу, что это был второй сбор, ну, имеется в виду второй в welterweight, когда я чувствую себя прекрасно, потому что мне не приходится страдать с весогонкой. У тебя примерно такая же история в этот раз? Абсолютно верно. И гораздо легче и живется, гораздо легче и спится, и во многих аспектах поменялось в лучшую сторону все. Твой соперник, он тоже средний вес, который поднимается выше. Что о нем можно сказать хорошего? Я думаю, он хороший грэплер, опытный. Было много хороших боев. Также хорошая карьера, как у меня в middleweight, в среднем весе. Я, когда был в среднем весе, у меня был такой застой, когда много оппонентов снималось. Я пару раз его вызывал. Его и Бо Никола, но они оба молчали, в итоге друг с другом встретились. Как тебе вообще его ход в среднем весе? Потому что он, по-моему, 4 боя за год провел, и казалось, что он там в полутора шагах буквально. Да, но он был близко, конечно, был. Мы все были близко. Это тебя вообще удивляет, что сейчас очень много средневесов поднимается в 205? Потому что он... Если говорить о нем и обо мне, мы оба большие. И, наверное, вот те же самые проблемы у него. А остальные ребята я не знаю, кто еще там. Ну, сейчас Уитакер недавно поднялся, Пауло Коста вот поднялся. Это мне непонятно, почему Уитакер. Пауло Коста еще можно понять. Я думаю, он тоже большой для веса. Тяжело ему было. Ему тяжело было однозначно, потому что он частенько даже вес не делал, в отличие от нас. Он частенько даже не выходил на бои. Вот именно, из-за веса. Ну... Ты мне говорил перед боем, когда мы в горах с тобой разговаривали, что ты не отстанешь от UFC, пока они не дадут тебе титульный бой. Сейчас новый для тебя дивизион, все начинается практически с чистого листа. Это неправильно. У меня, кроме UFC, я дрался в 93, вне UFC точнее. И в UFC у меня 3 боя в 93. И последний бой я выиграл у Энтони Смита, который был 10-м номером. Так что я должен быть в рейтингах. Но я сейчас просто им еще раз напомню и заставлю себя внести в рейтинг. Ну вот я к тому, что да, ты пока не в рейтинге. Насколько меняются твои планы относительно требований к UFC? Как ничего не меняется. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так что если мы тут, значит я нацелен на высшие титулы. Справедливо, но ты сказал, что в связи с новым весом ты продлишь себе карьеру на несколько лет, тебе сейчас 38, да. Ты себе ставишь какую-то цель, что вот после такого-то возраста я уже не буду, все, хватит? У меня нету конкретных рамок. Надеюсь, когда придет время, у меня хватит морально-ментальных сил, прежде всего, осознать это и вовремя сделать этот шаг. Это самое сложное, наверное, в карьере. Но, с другой стороны, я хочу выступать до того момента, пока мой организм не будет позволять. И если не секрет, сколько у тебя по контракту еще? 4 боя. То есть ты переписался недавно, или у тебя просто длинный был? У меня 6 боев. Перед Флаффи мне дали на 6 боев контракт. Вообще прекрасно. Мераб Двалишвили будет в углу?
Мираба не будет. Так совпало, что у Мираба Раф в один и тот же время попадается. То есть он променял борьбу на друга? Ну, нет, так нельзя говорить. Я думаю, так получилось. Ты был сейчас в Вегасе, он в Вегасе живет. Наверняка вы общались. Как он воспринял новость о трилогии? Я думаю, для нас мне кажется, мы не так серьезно, как правильно выразиться, относимся, когда нам предлагают встречи вне боев. Поэтому, я думаю, это еще лишний повод, для чего мы это все делаем, зарабатывать. И это лишний повод заработать. Понятно, что ты не любишь говорить. Ты, в принципе, даже про свой дивизион не любишь говорить про ММА, потому что ты говорил, что не следишь за ним. Но, тем не менее, пару вопросов. А как ты думаешь, этот реванш сложится для Мираба? Реванш, мы имеем в виду с Яном, Яном. Я вообще другую сторону. Я насчет Сихуда. Нет, это мы вообще... С Яном. Насчет Яна, предыдущий ответ, то есть, соответственно, не в ту сторону я ушел. Насчет Яна это очень важный бой. Я думаю, справедливый бой. Я очень рад, что Мирабу дали реванш, потому что у них 1-1. Он был доминирующим чемпионом, и он заслуживает однозначно, чтобы ему дали реванш. И в итоге определились, кто действительно заслуживает быть чемпионом. Очень интересный бой, и я очень рад, что его назначили. Мы увидим еще Мираба с поясом? Я уверен. Еще один грузин, который провел громкий бой в этом году, Илья Тапурия. Ислам после этого боя сказал, что этот бой станет поворотным для Ильи, только неизвестно в какую сторону, в хорошую или в плохую. Да. Разделяешь ли ты это мнение и как считаешь, это поражение на пользу ему пошло или... Насчет поворотным я не соглашусь. Он уже достиг высочайшего уровня в организации. Если я не ошибаюсь, он был первым номером pound-and-pound. То есть куда больше, куда дальше. Но то, что это был важный бой, однозначно. Редко бывают такие бои, такие важные бои в карьере. Очень тяжело судить за других людей, как это отразится на него. Но я больше чем уверен, что это его не остановит. Он молодой, талантливый и еще много чего может доказать, прежде всего самому себе. Я уверен, у него есть такой характер, и он обязательно вернется с победой. Сильнее. Вернется с победой. Еще вопрос не про твой дивизион, один последний, обещаю. Ты тренируешься по традиции в Extreme Couture. Там хедлайнер Шон Стрикланд. Я не буду его называть хедлайнером. Я его просто... Там Шон Стрикланд, можно сказать. Там Шон Стрикланд. Как он себя чувствует уже с поясом, и настроен ли он давать реванш Мирабу? Мирабу Хамзату. Я не знаю насчет реванша с Хамзатом. Это все не мы решаем. Это решает организация, и как они захотят, это будет. Посмотрим, как все это будет. А насчет него он особо не изменился, такой, какой он был и остался. Он всегда был трудолюбивый, немножко ленивый в плане опозданий, опаздывает часто. А так всегда работает, всегда старается, всегда выкладывается, всегда старается другим ребятам помогать. У всех у нас есть свои минусы и плюсы. У него и минусов много, и плюсов много. Все так же рубится на спаррингах? Или уже жалеет себя? В этот раз, кстати, у него не получилось со мной рубиться. Возвращаемся к тебе, точнее, в ваш дивизион. У вас чемпион, он вроде как есть, но вроде его и нет. Улберг порвал кресты, его даже убрали из P4P. Когда вернется, неизвестно. Есть ли вообще целесообразность вводить временный пояс? Это вопрос однозначно не ко мне. Организация наша решает, как считает нужным. Иногда даже не согласен не с тем, что она решает, а не согласен, когда кто-то появляется в рейтингах, кто-то уходит из рейтингов. Это все часть шоу и бизнеса, нашей работы. Так что этот вопрос мне тяжело на него ответить. По поводу рейтингов, кстати, ты успел оценить различия? Они сейчас AI ввели? Не успел ничего. Непонятно это все. И последний, Роман, ты будешь биться, когда у большей части твоих болельщиков будет ночь или раннее утро? Угу. Почему им нужно все-таки проснуться в воскресенье утром и глянуть бой? Я думаю, многие из них проснутся. У нас в Грузии очень хорошие болельщики, очень
так скажем, активные, всегда они рядом с нами, за что я хочу передать им большую благодарность. Чувствую вашу поддержку, и это для нас очень многое значит. Мадлоба. Мадлоба. Удачи в субботу. Спасибо.